Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня вас ждет общий расклад Таро на отношения, мысли, чувства, планы и действия загаданного человека по отношению к вам. Потоковое чтение карт Таро на мужчину, на женщину. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. И мы с вами будем просматривать, что пойдет из потока, какая потоковая информация откроется о ситуации на здесь и сейчас, может быть, о том, что было, может быть, о том, что есть, или о том, что будет, или обо всем вместе. По традиции начнем мы с того, что посмотрим коротко вашу ситуацию, чтобы вы понимали. Так, а что тут? Тройка чаш, да, светится так немножко, ну, как будто бы, да, как будто бы намекает, что у нас есть треугольник, но посмотрим, как бы намекает, но не факт, да, не обязательно, что тут треугольник. Ох, сразу первая карта говорит о каких-то проблемах. О, ужас, смотрит он в это зеркало, да, и видит там чудовище. Ну, давайте так скажем, если ваша ситуация в отношениях не ужасная, то она, скорее всего, заходит в тупик, да. Ну, или кажется намного хуже, является намного хуже, чем кажется, да. Но девятка мечей все-таки о каких-то, проблемных ситуациях, да. Проблемных ситуациях. Дальше. Значит, в отношениях нет доверия. И по семерке мечей вот не только мы не доверяем, да, но еще и подозреваем кого-то. Постоянно напряжены, начеку. Может быть, есть какие-то шпионы, воры, крадники. И может быть, у вас очень напряженные отношения, 9,7, 16, башня, вы прям напряжены очень сильно до такой степени, что, допустим, ночью снятся кошмары, головные боли, бессонные ночи, а если со снами, то с кошмарами, ну и подозреваете один другого, в том числе, может быть, у вас что-то пытаются забрать, украсть, вот такое. То есть, ситуация в отношениях достаточно нездоровая, да. Дальше. Мужчина здесь, скорее всего, огненный. Он овен, он стрелец, он лев. Ну, скорее всего, лев, да, по этой карте. Но мужчина здесь пытается управлять ситуацией. Мужчина здесь пытается управлять не только ситуацией, а проявлять какую-то свою власть, свое намерение. Мужчина здесь диктует, качает права, да, вот так вот, навязывает ситуацию, навязывает правила игры, влияет на эти отношения. Так, но здесь еще есть Луна. Луна часто о чем-то нехорошем идет. Она может быть о магии со стороны мужчины на вас. То есть это его воля, но не ваша воля, получается. Может ли здесь быть такая ситуация, что ваши отношения зашли в тупик из-за магии на мужчину? Да, может быть. Но тогда вы это должны подозревать. И тогда этот расклад вот с подозрениями на магию, уже для вас, естественно. Но также мужчину могут окружать темные силы. Здесь 2 карты плохих и еще одна плохая. Если еще одна будет плохая карта, то будем смотреть. Карта такая, она не самая хорошая, не самая плохая, она кризисная. 14-й аркан, он же умеренность, или он же искусство, он же компромисс, он же ассимиляция, он же слияние. Давайте так скажем. Было не очень хорошо у вас в отношениях.
Мужчина был такой, водовар, да, напряженный мужчина, давайте так скажем, напряженно диктовал свою линию, напряженно гнул свою линию, да, вот так. Но сейчас ситуация такая, что вроде бы он взял ситуацию под контроль, но ощущение от этого не лучше. Хотя шанс на компромисс и на выход в ситуации или из ситуации, на выход из ситуации, шанс на выход из ситуации неплохой есть. Вот так вот. Но как будто бы вы пытаетесь договориться, урегулировать что-то, пробираясь через череду каких-то неприятностей в отношениях, может быть, где-то пытаясь убежать от каких-то проблем, скрыться, но прийти к компромиссу. То есть чего-то избежать, но прийти к компромиссу. То есть, если еще упростить, какая ситуация? Ситуацией в отношениях здесь управляет мужчина, где женщина, пытаясь избежать чего-то более худшего, стремится к компромиссу, несмотря на то, что в прошлом было совсем плохо. Был обман, было недоверие, были крадники, были жутко неприятные тупиковые ситуации. Давайте с точки зрения духа посмотрим. С точки зрения здесь Ктулху, и здесь все плохо. С точки зрения духа здесь вообще что-то нечистое. Что-то нечистое. Но и опять-таки это нечистое, оно как искусство нечистого, да. Карта искусства на самом деле. Но, тем не менее, это нечистое может идти как от мужчины, так и от мужчины, воздействуя на него. Понимаете? То есть оно... То есть мужчина сам может быть, как бы такой энергии, да, не самой чистой. Ну и плюс, может быть, он и адекватной энергии, но какая-то темная сила подталкивает к развороту этих событий. Такая уж карта выпала, тут ничего не попишешь. Давайте посмотрим, в чем мужчина, вот этот мужчина в отношениях видит тупик или проблему. В чем он видит проблему? Он здесь как будто бы цепляется за что-то, но ему тяжело вытащить себя самого из судьбы. То есть он видит проблему больше в себе, в каких-то своих проблемах, проблему в проблемах, да, проблему в себе, в судьбе и в проблемах, которые выходят из его судьбы. По сути, в чем он видит проблему в отношениях? Он цепляется за эти отношения, но судьба как будто бы его затаскивает, затягивает, да. То есть в чем именно? В судьбе. Все-таки десятка жезлов – это больше такое, знаете, как, судьба его засасывает, да. В себе, в судьбе. Хорошо. Можно ли доверять этому человеку в отношениях? Неважно, какого он пола, мужчина или женщина. Пока что нет. Не сейчас. И здесь есть риски того, что человек может подставить, даже не по своей воле, а из-за того, что испугается, или из-за того, что силы, которые стоят за ним, будут сильнее его воли. То есть он может дрогнуть. Да, на вид этот человек, особенно мужчина, здесь в отношениях, может быть очень сильный, но под воздействием обстоятельств он может вас подвести. Может обмануть, в принципе, да, может. Может ли просто подвести? Да, то есть вы будете рассчитывать на одно, а он под воздействием темного, да, обстоятельства будет предоставлять или транслировать в вашу реальность совершенно другое. Оно вам надо? Не думаю, что надо, да. Наверное, нет. Больше нет, чем да. Хорошо. Его планы именно мужчины, планы мужчины на здесь и сейчас, что он планирует, по отношению ваших отношений. Король Пентаклей.
Но он не планирует ничего плохого. Эта карта достаточно надежная. То есть он где-то, может быть, даже планирует вам помочь. Ну, или он собирается быть надежным партнером. Вот так. Если по отношению к вашим отношениям взять, то это может быть он планирует поддержать эти отношения и вложиться в эти отношения или приложить максимум усилий. Король Пентаклей – это стабильность всегда. Источник темных сил, Луна, откуда она исходит в этих отношениях? Больше всего она идет от религиозности этого человека. Например, вы одной веры, он другой. Или вы, например, ни во что не верите, атеист, там, да, а он уперся. Да. Также источник негатива могут быть родители, особенно отец. Ну, особенно. Может ли быть мама? Ну, может. Луна все-таки, может быть и папа, мама, может быть родственники в том числе. Ну, хорошо. По мнению этого человека, ну, пусть будет мужчина, женщина, в чем есть компромисс в этих отношениях? Или как он видит, ну, как он расценивает компромисс? Или в чем может быть компромисс? Ну, здесь пажи. Здесь пажи. Сейчас я уточню все-таки, это паж или нет. Сейчас, я уже не помню эту колоду. 2 секунды. Потому что это может быть и рыцарь, а может быть паж. Нет, это все-таки, по-моему, пажи. Это паж. Паж мечей. Смотрите, в чем есть компромисс? Снять подозрения. То есть, чтобы в этих отношениях был компромисс, вы должны друг другу доверять, не подозревать, не ревновать. То есть, по сути, компромиссом является доверие. Как бы мы уберем, если все недоверие, да, и все тревоги, то это доверие. Когда есть доверие, нету тревоги. Когда ты человеку не доверяешь, тревоги нету, да? Когда ты человеку не доверяешь, появляется вот эта карта. 5 мечей. Появляется вот эта карта 7 мечей. И 5 и 7 дают 12 аркан висящий. А висящий ты становишься зависим от этого недоверия. И что в тебе развивается? Патологическое, параноидальное недоверие. Патологическое недоверие, да. Недоверие миру, окружению. Тревога постоянная, тревожность. Соответственно, человек бы хотел бы больше доверия. Да? Хорошо. Что этого человека затягивает, засасывает по судьбе и отдаляет вас и ослабляет ваши связи? Ну вот он как будто бы, вы здесь этот камень, он как будто бы зацепился, да, веревочкой за камень и пытается выйти. А что его затягивает? Ну, то есть, по сути, что вас отдаляет, да? 10 чаш, не пойми, что здесь. Во-первых, это карта счастья, легкости, окрыленности и парения, да, такого некого. Но я бы сказал, что больше это семья в этом контексте. Может быть, у него родовая программа так работает. Может быть, семья на него так действует. Но это семейное что-то. Хорошо. От чего зависит этот человек в негативном аспекте? 12-й аркан по негативу проходимся, уточняем. Этот человек зависит от известности. От известности. То есть его перспектива, его видение будущего, это, ну, как представление какое-то. То есть он должен быть заметным. И то, что он заметный, то, что он публичный, то, что он как бы открытый, как на ладони.
есть источником этого негатива. То есть негатив, он где-то там, со стороны, где за ним наблюдают, где он открыт и, ну, где он как на сцене, да, условно говоря. Окей. Смотрю, что здесь уже 2 короля лежит в вертикали, да. Планы мы посмотрели. В планах у него надежность, помощь. В чем она может выражаться? Бы 3-го короля сюда, да? Давайте так скажу. Здесь 5 чаш. Чем он может помочь по 5 чаш? Он попытается избавить вас от огорчений и от проблем, которые были в прошлом. Поэтому, скорее всего, если этот человек вас когда-то сильно подводил, ну, подвел, да, и потом пообещал, что этого не сделает, то он будет это пытаться сделать. Не факт, что у него получится, но он будет как бы стараться это не сделать. А получится ли у него справиться с темными силами? Давайте вот так спросим. Получится ли? Ответ – да. Колесо фортуны. Причем, если сейчас не получается, то в перспективе может получиться. И наоборот, если сейчас не получается, может получиться. Если сейчас получается, то может и не получиться. Но тут смотрите по ситуации. Если сейчас все плохо, то может быть все хорошо. А если сейчас все хорошо, то может поменяться. Карта неплохая, в принципе. То если он обещает, что справится с какой-то проблемой, или обещает помощь, то, скорее всего, то он поможет. Понимаете? О чем не стоит тревожиться в этих отношениях вообще? То есть, где тревоги вообще чрезмерно неоправданные? В том, что если он обещает к вам приехать, или что вы к нему приедете, то это, скорее всего, произойдет. А вот давайте посмотрим. Дьявол всегда кроется в деталях. И по мнению духа мы пропустили эти тревоги и эту поездку. Первое. Стоит ли вам тревожиться о поездке и о сближении с этим человеком? Ответ нет, не стоит. Давайте посмотрим, если вы планируете поездку, встречу, то в какие бачите, в які строки ви можете побачитись, то в какие сроки вы можете увидеться. 7 жезлов. От недели до пары месяцев. Вообще карта летняя, самая поздняя к лету. 7 месяц это июль обычно, да. Но может быть 7 дней, пара недель. Да не пара недель, неделя получается 7 дней, 7 месяцев, 7 месяц и лето. Так что ориентируйтесь больше на лето, на 7 месяц. Но если в краткосрочной перспективе это неделя, ну и неделя или 7 дней, да, это и есть неделя. Хорошо. Как он видит ваше счастье совместное? Или можете ли вы быть счастливы вместе? Ну, потенциально да, если вы будете мечтать. Это мечты, это иллюзия, но это мечты. Да, в принципе, можете быть. Но точно так же, как вы можете быть, можете и не быть счастливы. Но в этой карте есть счастье, то есть шанс на счастье как минимум. То есть вы счастье с этим человеком можете выиграть, ну, давайте так скажем, как лотерею, да, вот так. А какие перспективы у вас с этим человеком? У вас есть перспективы. Да, они точно так же не тверды, как и возможное счастье вместе, но этот шанс есть. Здесь есть чувство, здесь есть такой флирт, здесь есть какая-то интрига, здесь есть и хорошее, и плохое. Здесь есть с чем как бы разбираться, да, то есть во что погружаться. А вот от чего нужно избавляться? Что нужно закрывать полностью?
Но закрывать нужно влияние и участие, и присутствие, и вмешательство. Королева мечей – женщина воздушной стихии. Она чистые весы здесь, но также она может быть и близнец, и водолей. Женщина-водолей, вдова, разведенная, мешать, влиять, участвовать здесь, в этих отношениях не должна. Хорошо. Колесо фортуны. Какой поворот готовит вам судьба в ближайшем будущем в этих отношениях? Поворот. Судьба даст вам шанс на встречу, на движение, на сближение, на решение сложной ситуации, на решение ситуации, связанной с документами в этих, если они нужны, какие-то документы. Загадывайте желание. Кстати, будет ли встреча? Да, будет шанс хороший на встречу. Встречу мы озвучивали. Давайте посмотрим, на что решится загаданный человек внезапно. Вот эти две карты. На что внезапно он решится. Внезапно он решится на подарок вам. Может решиться на что-то купить или что-то продать. На пожертвование, на помощь. На содействие. И подведет ли он вас? Вряд ли подведет, поэтому все-таки здесь вот какое-то недоверие, оно, скорее всего, будет в прошлом. То есть у вас будут выстраиваться, между вами будут выстраиваться доверительные отношения в контексте сложной или проблемной ситуации в прошлом. За что стоит бороться здесь, или чего стоит борьба в этих отношениях, или на какие жертвы придется идти, чтобы быть счастливы, да. На серьезные жертвы это весь ваш ресурс, особенно женский, если уже женщина смотрит, да, весь ваш ресурс. И здесь борьба такая, знаете, на кону, по сути, многое. Накануне недвижимость, накануне деньги, накануне здоровье, накануне материнства. Да, здесь вот этот весь компонент, он глобальный, весомый. И на какие жертвы? Практически на все, да, на все возможное и невозможное, потому что тройка пентаклей – это, по сути, полный ресурс, которым может располагать человек. Тройка, даже и император бы сюда, если бы выпал бы, то есть это на все жертвы, на все материальные жертвы, да. Хорошо, давайте так скажем. Все-таки семерка кубков, она больше о каком-то, таком, знаете, какой-то иллюзии, да. А вам не кажется ли вам, это так, знаете, вот спросим у карт, а не кажется ли вам, что вы просто вот в розовых очках, и не пора ли вам из этой иллюзии выходить в реальность? Да, вот так вот, не пора ли проснуться, пробудиться, вот такое. Не пора ли пробудиться? Нет, не пора. То есть это реальность, то есть это, да, это фантазии, да, то есть, но как бы они реальные. То есть эти отношения, они не настолько реальные, как бы вам хотелось, но они материализуются, и, возможно, да, действительно, нужно больше вкладывать, чтобы больше получать, да, но получаете вы немного, четверка пентаклей, поэтому вам, возможно, много и не хочется, а может быть, у вас ресурса нету, то есть вы просто не обладаете материальным потенциалом, ваша руна феху, она как бы, не активна, да, поэтому, то есть у вас просто не хватает усилий, да. Он вас любит, ваш партнер или партнерша, или использует. Давайте вот так. Шестерка кубков любит. Это бескорыстная карта, это любовь без какой-то корысти. Это как любовь, как забота, шестерка кубков. Так что, я не вижу, чтобы он вами тут пользовался. А вы, как женщина особенно, любите или используете? А вы звезда, вы тоже любите, вы не используете. Звезда никогда не использует. Звезда, она чистая, непорочная. Все потому, что вы чистые, непорочные, потому что вы делали чистки, отвязки, перезагрузки, матрицы судьбы и так далее. Да? То есть вы прошли этот обряд очищения. Да? Поэтому нет, вы не используете. Вы его так же чисто любите, как он вас. Смотрите, роман еще не дописан. Что впереди ждет?
Четверка кубков ждут периоды отчаяния, ждут периоды такого ощущения, что ну все, с вас хватит, о муза, где ты, да, ну такое будет ощущение. То есть впереди трудности, прорыв намечается, и как он будет выглядеть, какой знак подарит судьба, что вы будете понимать, что вот оно, вот оно, вот оно. А вы будете ощущать, как будто бы вы освободились от чего-то дурного, от какого-то контроля, от какой-то клетки, от темницы. То есть судьба вам даст знак, что все налаживается, когда вы почувствуете, что вы свободны. И что, ну, допустим, давайте так скажем, никакое зло контролировать вас уже не будет. Да, вот так. На что стоит рассчитывать в этих отношениях? Какой бонус или приз главный? Как он может выглядеть? Шестерка мечей. Просто продолжать движение вперед. Просто продолжать. И это просто продолжение отношений. Поэтому главным успехом уже то, что эти отношения завтра не закончатся, а просто продолжатся. Чего вам ни в коем случае нельзя делать? Что вам нужно делать? И чем сердце ваше успокоится? Чего делать нельзя в этих отношениях? Я бы сказал так. Здесь шестерка жезлов, и вам нельзя думать, что вы уже выиграли эти отношения. То есть опускать руки, расслабляться. В самый неподходящий момент вам нельзя. Поэтому не расслабляйтесь. Это раз. То есть вы еще не победили, а уже, условно говоря, думаете, что корона или приз в ваших руках. Что нельзя делать? Что можно делать? 12-й аркан. Тяните резину, затягивайте ситуацию и делайте эти отношения как можно менее, как можно менее болезненными. То есть находите в этих отношениях только лучшее, а все плохое выкидываете. Ну и я уже говорил, что вы освободитесь, возможно, эти отношения не должны быть созависимыми. То есть вы зависеть друг от друга не должны. Это карта связки, а это не делать. А что нужно делать? Не расслабляться, да, то есть не расслабляться с одной стороны, но с другой стороны не быть зависимым. Ну и чем сердце ваше успокоится? От сердца вашего успокоится продолжением истории. Эта история преподнесет вам еще множество сюрпризов. У нее будут неожиданные повороты, приятные. Впереди вас ждет любовь, и этим сердцем успокоится. И эта история еще даст самые разные и непредсказуемые направления. Не только направления и повороты, но и ощущения переживания в любви, влюбленности. И неповторимые, ну, такие, знаете, как бы даже головокружительные моменты в ваших чувствах друг к другу. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось, до зустрічі, па-па.